Всем привет! Я как из того одного старинного анекдота, когда в театре средней руки главный режиссер или главный художественный руководитель сказал: «А не замахнуться ли нам на Шекспира?» Так и у нас тоже. Учимся вязать. Но что нам вязать шапки и шарфы? Давайте сразу замахнемся на шедевр. И вот один из шедевров – сцепное кружево. Очень сильно похоже на ирландское кружево, но тут без сетки, без объемов, просто цепное кружево. Почему предлагаю этот вариант начинающим? Потому что здесь ничего сложного нет. Вывязывается очень много-много-много разных цветочков, и по выкройке, которую вы снимете там с какой-то футболки или с какого-то топика, который вам подходит по размеру, и разложите эти цветочки по этой выкройке и сошьете между собой. Вот, в общем-то, и все искусство. Но результат какой прекрасный результат! Вам нравится? Мне тоже. Это был мой первый опыт сцепного кружева, и я поняла, что любая начинающая девушка, которая хочет создать такую красоту, справится с этим. Поехали! Крючок. Крючок взяла номер 1,15. Я уже в прошлом видео рассказывала, что я взяла вот такие вот стальные крючочки с тоненькой ручкой, а муж мне вот выточил из вишневого дерева такие удобные ручки. Комфортно вязать, приятно, мне кажется, даже и пахнет иначе. 1,15. Чем вяжем и из чего? Нитки вязальные, мерсеризованные, в 2 сложения. Ирис. Те нитки ирис, которые я покупала в отдельных моточках, они были пожестче. А вот этот я взяла в пасме, 300 грамм, 1800 метров. Очень мягкий, очень комфортный. У меня есть такой вот аппаратик для перемотки. Я вот мотала его вот такие вот бобинки. Удобно. Тут я уже вязала, поэтому он такая немножко... Я изнутри вяжу, поэтому он так немножко скукожилась. Вообще они такие симпатичные бобиночки получаются. И нитка очень приятная. Начнем работу вот с такого элемента. Он будет являться основным, и в частности в области бюста как раз формируется топик из таких 2 элементов. По виду он несложный, по работе тоже несложный, по временным затратам, наверное, часов 6 уйдет на этот элемент у вас в процессе обучения. Со временем, с опытом, конечно, будете его вязать быстрее. Начинаем работу из воздушной цепочки из 8 петель. Восемь. Соединительной петлей сворачиваем колечко. Причем некоторые используют верхнюю часть петли, и тогда она получается протянутая. Я вам советую лучше вот нижнюю часть, нижнее крылышко подцепите и через него протяните соединительную петлю. Вот такое колечко. Нитку, естественно, будем прокладывать. И теперь для начала работы я делаю закрепительную петелечку столбиком без накида и 3 петли подъема. 1, 2, 3. Эти 3 петли подъема будут являться одновременно первым столбиком. Теперь из колечка нам нужно вывязать 20 столбиков с накидом. Первый у нас уже есть. Свяжите еще 19. Нитку прокладываете внутри. Три. 4. 5. 6. 7.
8. Десять. Можно немножко вот так подтягивать. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. С первым столбиком соединительной петлей завершаете ряд. Вот получилось вот такое колечко. Следующий ряд столбики без накида. Первую петельку закреплю сразу столбиком без накида, 1 воздушная петля, и далее еще 19 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Закончили ряд, и с первой петлей опять соединительную петлю протягиваете и завершаете ряд. Следующий ряд снова столбики с накидом, но уже между ними будете делать по 1 воздушной петле. Опять я в этой же петле в первой провязываю столбик без накида и делаю 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. Следующий элемент 1 воздушная петля, и для первого элемента, конечно, непонятно, потому что он состоит из 3 воздушных петель. Накид. В следующей петле вывязываете столбик с накидом. Опять 1 воздушная петля и следующий столбик с накидом. 1 воздушная петля, столбик с накидом. Надеюсь, хорошо видно, да, как я куда крючок завожу. Всегда, всегда, всегда и всем повторяю, что мои видео только для начинающих. Мы вяжем потихоньку вместе. Да, 10 раз все повторяем, да, все вместе вяжем. Ну, на то мы и начинающие. А те, кто супер-пупер хорошо вяжут, они и без нас справятся. Они на картинку посмотрят одним глазом, и завтра у них готовая вещь будет. У нас чуть-чуть по-другому. Но мы же никуда не торопимся, правильно? Нам важен результат и то, что мы это сделали сами, своими руками. Фактически без чьей-то помощи. То есть сидим, смотрим, вяжем. Некоторые спрашивают, почему вяжем в тишине, почему не включаем музыку. Не знаю, я когда другие видео смотрю, меня музыка отвлекает.
утомляет. Опять же, у всех на музыку вкусы разные. Ставить опять же какую-то нейтральную, ну не знаю. Кому скучно, можете на фоне видео включить себе какую-то музыку в наушниках, на телефоне. Слушайте фоном. Итак, подходим к концу. Провязали последний столбичек. У нас их должно быть ровно 20. Одна воздушная петля. И теперь смотрите, вот здесь мы вязали 3 воздушных петли. И потом еще одну для уже начала как бы рисунка. Теперь вот вы этот столбик от этой одной воздушной петли должны отделить. И именно в этой точке протянуть соединительную петлю и завершить ряд. Вот такой у нас получается кружочек. Следующий этап. Опять столбики без накида по всему кругу. То есть теперь у нас 20 столбиков и 20 воздушных петель. Значит, будет 40 столбиков без накида. В арке вывязывается из арки. В столбике вывязывается из столбика. Я закрепляюсь столбиком без накида. И делаю одну воздушную петлю для того, чтобы начинать ряд. 2, 3, 4, 5. Ну, считать не будем, просто помните, что чтобы получить 40 столбиков без накида, нельзя пропускать ни столбики, ни арки. Из каждой по одному. Из каждого элемента. Я начинала здесь со столбика вывязывать, поэтому заканчиваю в арке и соединительной петлей завершаю круг. Вот так уже получается картинка. Следующий этап. Снова столбики с накидом, но уже между столбиками будем вывязывать по 2 воздушные петли. То есть то, что мы вывязывали из арочки столбики без накида, мы их сейчас пропускаем. Опять работаем только на тех уровнях, где у нас были столбики. И здесь была 1 воздушная петля, а в этом ряду будет по 2 воздушных петли. Эту петлю я, как и ранее, закрепляю столбиком без накида и делаю 1, 2, 3 петли подъема. И здесь уже 2 воздушных петли, которые будут являться элементом начала ряда. Накид и на уровне столбика столбик с накидом. Теперь 2 воздушных петли, накид, столбик с накидом, 2 воздушных петли, столбик с накидом. Две воздушных петли, столбик с накидом. Вот так получается вот такая картиночка. Провяжите так до конца ряда. Здесь подключимся. Связала 20 столбик, то есть их у нас тоже 20, 2 воздушных петли. И теперь разделяете 3 воздушных петли и 2 воздушных, то есть граница между столбиком и элементом ряда. Соединительной петлей
завершили круг. Опять провязываете в этой петелечке столбик без накида, чтобы закрепить петлю. И начиная от этого момента весь ряд вяжем столбиками без накида. Причем из каждого столбика предыдущего ряда вывязываете столбик без накида, а из арки вывязываете по 2 столбика без накида. Там было 2 воздушных петли, поэтому 2 столбика без накида. Из столбика по одному из столбика, по 2 из арки. Ну да, ряд очень простой. Провяжите так до конца ряда из столбика по одному и по 2 из арки. Так, подошли к концу ряда. Из столбика вывязала столбик, из арки 2 столбика без накида. И теперь с первой воздушной петлей соединительной объединяем ряд. Теперь начинается вязаться вот эти листики. Начинаются они с обыкновенных воздушных цепочек. Здесь все подсчитывайте постоянно, иначе ошибетесь. Сначала 24 воздушных петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь делаем поворот и отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую делаете накид и в шестую петлю цепляетесь. Лучше, конечно, вот за заднюю стеночку, за нижнюю, правильнее сказать. И провязываете обычный столбик с накидом. Вот получилась у нас первая такая вот петелечка. Теперь 1, 2, 3. Опять на нижнем ряду, вот эту первую не считайте, из которой вывязывали дальше. 1, 2, 3. В четвертой петельке опять столбик с накидом. И с четвертой петельки за нижнюю захватываете и опять провязываете столбик с накидом. Вот уже 2 у нас уровня получается. Чуть-чуть крупнее. Опять 1, 2, 3. На воздушной цепочке также отсчитываете 1, 2, 3. И в четвертой цепляетесь за заднюю стеночку, за нижнюю, правильнее, да, сказать, и провязываете столбик
с накидом. Да, нитки тонкие, крючок тонкий. Такая кропотливая работа. Это не спицами пятеркой коврики вязать, да? Так, вот уже 3 у нас яруса. Еще раз. 1, 2, 3. Опять на нижний отсчитываете. 1, 2, 3. В четвертую за нижнюю петелечку столбик с накидом. И на этом уровне опять очередная вот лесенка. Итого у нас будет 1, 2, 3, 4 вот таких окошечка. И завершающий элемент 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В нижней петле провязываете столбик без накида. И вот такая у нас получается штучка. Это первый лепесток. Теперь с этой стороны мы начинали вывязывать цепочку, воздушную цепочку. С этой стороны закрепляетесь соединительной петлей 1. Из центральной части соединительная петля 2. И вот перед столбиком соединительная петля 3. Сделали 3 соединительных петли. И теперь давайте свяжем еще одну такую ножку вместе. 24 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24. Делаете поворот и возвращаемся обратно. 1, 2, 3, 4, 5 петель отсчитываете. В шестую столбиком с накидом заходите за нижнюю веточку. И провязываете обычный столбик с накидом. Первое окошечко готово. Теперь 1, 2, 3. На нижней части опять смотрите. 1, 2, 3. И в четвертую за нижнюю стеночку столбик с накидом. Один, два, три. Опять на нижнем ярусе смотрите. 1, 2, 3. И в четвертую за нижнюю стеночку столбик с накидом. Так, вот уже 3 яруса. И еще один. 1, 2, 3. Накид. 1, 2, 3. И в четвертую вот получился вот такой 4-й ярус у нас. И заканчиваем элемент. 1, 2, 3, 4. В нижнюю петлю столбик без накида. Теперь соединительная петля в предыдущий ряд. 1
центральную петлю, соединительная петля 2, и перед столбиком соединительная петля 3. Вот мы связали 2 вот таких вот ножки, 2 таких лучика у цветочка. Их надо связать 11 штук. Давайте свяжите и вместе присоединимся, потом дальше будем вместе вязать. Закончили вязать 11 лучик. Из первой петли вывязываете столбик без накида. И теперь 2 воздушных петли, столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. Здесь мы сделали 2 воздушных петли. Дальше до окончания вот этого элемента будет 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3. Один, два, 3. Подошли к началу, к первому лучику. Делаете 2 воздушных петли. 1, 2. И присоединяетесь в первую петлю столбиком без накида. Все. Теперь начинаем обвязку лучиков. Первый ярус обвязывается 5 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Если вы видите, что у вас нитки или свободная сильно была петелька нижняя, глубокая, в принципе, можете сделать 6. Тут уже по рисунку идет 5, но если просится, довяжите, ничего страшного. Теперь накид. И из первой вот этой перемычки вывязываете полустолбик с накидом. То есть вот мы накид сделали и сразу через все 3 петли протянули нитку. Смотрите, еще 2 нужно таких сделать в следующей перемычке. Накид, захватили нить и рабочую нить через все 3 петли протянули. И еще одну. То есть 1 из столбика и 2 уже непосредственно из арки. Вот. Еще 2 обвязать нужно столбиком с накидом. 1, 2, еще 1, 1, 2. Вот эта перемычка будет состоять, вернее обвязываться 2 столбика, 2 полустолбика с накидом и 2 столбика с накидом. В следующей перемычке столбик с накидом. Теперь следующая перемычка, между ними 4 столбика с накидом. 1,
2, 3, 4. Следующие перемычки столбик с накидом. Следующее окошечко опять 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь вот подошли к окончательной пипочке. Начинаем ее опять из перемычки. Закрепились. Теперь непосредственно из этого колечка нужно вывязать 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно так вот немножко подтянуть сюда. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И опять из перемычки, которая ограничивает элемент, столбик с накидом. И теперь по обратной схеме. Первых окошек по 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Из перемычки столбик с накидом. Так. Еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Из перемычки столбик с накидом. Так, осталось вот короткое окошко одно. Из него сначала 2 столбика с накидом. Так. Теперь 2 полустолбика с накидом. То есть накид сделали, а нитку сразу через все 3 петли. Раз. Накид сделали и нитку через все 3 петли. 2.
Есть перемычки, ограничивающий этот элемент, тоже полустолбик с накидом. Вот такой у нас получается лучик уже обвязанный. Ну, конечно, после утюга будет иначе немножко выглядеть. И теперь переходная часть, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Единственное, что если у вас на правой стороне было 6 столбиков без накида, на левой тоже обязательно сделайте 6. Если 5, 5, я во втором 5 покажу. Вот, закончили. Теперь в основании столбика провязываете столбик без накида. 1. И в следующей петле 2. Теперь разворачиваете работу и начинаете вывязывать столбики без накида из второго лучика. 1, 2, 3, 4, 5. Из перемычки полустолбик с накидом. Из первой арки сначала 2 полустолбика с накидом, потом 2 столбика с накидом. Дошли до перемычки. Сделали столбик с накидом. Обратите внимание, нам нужно повернуть работу наизнанку, взять первый лепесток, который мы связали. Первую перемычку не трогаем. Во второй перемычке делаем соединительную петлю. Вот на этом уровне перемычки протягиваете ниточку через первый лепесток и через петлю второго. И опять поворачиваете работу. То есть вот таким образом у нас будут крепиться все лепестки на уровне, начинаться на уровне второй перемычки. Теперь из следующей арки, из следующего квадратика вывязываем снова 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Дошли до перемычки. Столбик с накидом провязали. Поворачиваете работу наизнанку. И на уровне следующей перемычки делаем столбик без накида. Под общую петлю краешка вот сюда заводите крючок и провязываем столбик без накида. И опять нитка остается за иглой и снова поворачиваем работу. Вот у нас уже крепление на 2 уровнях. Опять 4 столбика, 1,
3, 4. Дошли до перемычки. Столбик с накидом. Поворачивайте наизнанку. Накид. И опять же на уровне перемычки под всю петлю, под обе ее веточки заводите крючок. Вот у вас 3 петли на игле, и сквозь них протягиваете петлю, полустолбик с накидом. Опять разворачиваете работу налево, именно видите, налево поворот. Теперь у нас осталась вот эта шапочка, из которой нужно вывязать 11 элементов столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Немножко потянуть. 8, 9, 10, 11. Теперь полностью повторяется первый элемент, то есть из перемычки вяжете столбик с накидом, из арки 4, из перемычки столбик, из арки 1, 2, 3, 4, из арки столбик с накидом. Теперь последнее маленькое окошечко осталось. Тут 1, 2 с накидом, 1, 2 полустолбики, из перемычки полустолбик, и на последнем этапе лучика 1, 2, 3, 4, 5. Из нижней части 1 столбик без накида и второй столбик без накида между лучиками, и опять переходите на следующий лучик
И начинаете вывязывать 5 столбиков без накида. Вот что у нас получается. Вот такой элемент. Вот. Здесь столбики без накида. Начало полустолбики с накидом и столбики дальше. И 3 точки крепления. Вот 3 перемычки, вернее 4 перемычки, но 3 точки крепления. В первой точке соединительная петля, во второй точке столбик без накида и в третьей точке полустолбик с накидом. Что теперь делаете? Возвращаетесь на видео от этого момента и вот таким образом обвязываете все остальные 9 лепестков. На 11 я подключусь снова. Все, удачной работы. Работа мелкая, хлопотная. Кажется все, что криво-косо, но потом вот утюжком все подровняется, будет красиво, хорошо. А потом сошьется, будет еще лучше. Все, вяжем. Ну вот, связался 11 лепесток. И вот теперь у меня от основной схемы отличие. По основной схеме, начиная отсюда, должна идти обвязка рачьим шагом. Но мне не нравится, как рачий шаг ложится на одну воздушную цепочку. Некрасиво. Поэтому я сделаю дополнительный ряд столбиками без накида. Теперь соединительной петлей прихожу к началу элемента. И начиная отсюда провязываю столбики без накида. Первая арка была из 2 воздушных петель, значит здесь делаете 2 столбика без накида. Теперь из столбика с накидом предыдущего ряда столбик. То есть все как обычно. Из столбика столбик без накида и из арки из 3 воздушных петель 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Такой рубчик получается. Провяжите до конца ряда, до конца овала этого, до первого лепестка. Довязываем до конца элемента. Осталась последняя арка из 2 воздушных петель. Отсюда вывязываете 2 столбика без накида и соединительной петлей завершаете ряд. Все, элемент закончился. И теперь остался только один элемент связать. Это обвязка рачьим шагом. Вы можете посмотреть в интернете, как она вывязывается. Возможно, моя техника несовершенна, скорее всего, она несовершенна, но я делаю так. У вас осталась одна петля. В предыдущую петлю заводите крючок и вытягиваете нить. На игле должно остаться 2 петли. Протягиваете через нее рабочую нить и опять заводите, как бы назад идем.
Когда вы нить вытягиваете, предыдущая петля должна оставаться на месте, и вы провязываете вот так 2. Все, получилась вот такая петелька. Опять вот эту одну оставляете на игле, заводите крючок в предыдущую, вытягиваете нить, не снимая предыдущую петлю. То есть у вас получается вот такой хлястик. Провязываете опять, заводите крючок, захватываете нить, 2 петли, видите, такие вот зубчики, дорожки такие вот получаются. 1 петля осталась. В предыдущую заводите. То есть, когда вяжете вниз, у вас на игле 1 петля. Когда провязываете вверху, у вас 2 петли. Одна из петель создает вот такой вот узелок. С одной вниз, с 2 вверху. Лучше же, конечно, учиться на крупных нитках. Но если вот непонятно, можете в интернете открыть видео, где обучают вязанию рачьего шага, и посмотреть на более крупных нитках, как это выглядит. Вот таким вот образом. Теперь переходите точно так же, обвязываете полностью лепесток. Тот же самый принцип. Вверху через 2 петли, внизу 1. Вверху 2, вниз цепляется 1.
мелкие зубчики. И вот подходим к перемычке. Теперь вот на перемычке непосредственно только одна проводится обратная ракушечка, обратный рачий шаг, и сразу переходите на второе перышко, на второй лепесточек. Ну вот, в общем, вот так провяжите до конца, абсолютно вот до вот этого места. И вот здесь соединительной петлей завершите вязание рачьим шагом. Сейчас получилась волнушка такая небольшая, но в любом случае утюжком отпарится. И если у вас сильно волнистые лепестки, можно чуть пореже шаг делать, он чуть-чуть будет стягивать лепесточек, он не будет такой волнистый. Но утюжком отпарится в любом случае будет вот так. Ну вот вязание на этом моменте этого элемента мы заканчиваем. Все здесь понятно. Рачий шаг очень несложный, вы его сделаете сами, и у вас получится вот такой элемент. Еще раз его покажу. Вот так. Тут, видите, уже все рачьим шагом обработано, обвязано. Ну что ж, заканчивайте вязать этот элемент и будем переходить к следующему.